Это мой влог из Парижа, и я начну в своем видео рассказывать и показывать про то, как прошла моя поездка в этот город. Первый день пребывания во Франции мы поехали в Версаль. Так как это была пятница, было очень много людей. Но это было ожидаемо, так как это известное место, и начинается уже сезон туризма во Франции. Я бы хотела зачитать пару интересных фактов о Версале из интернета. Версаль не только музей и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но и площадка для современных культурных мероприятий. Здесь регулярно проходят современные художественные выставки, модные показы. Из моих личных комментариев могу добавить то, что там и вправду очень красиво и огромное разнообразие разных предметов искусства. Я делала фотографии на каждом шагу. Также из интересных фактов это то, что Версаль – это не просто дворец, а символ королевской власти и настоящая легенда Франции. Людовик XIV, король Солнца, превратил бывший охотничий замок в роскошную резиденцию, чтобы собрать вокруг себя всю знать. Зачем? Чтобы держать их под контролем вместо политики. Они соревновались в моде, балетах и этике. Если честно, вот люди приходят сюда, типа, послушать историю. Ну, конечно, история, да, интересная очень у Версаля. Даже есть фильм. Но я сюда пришла ради реально известных этих красивейших залов, этих фресок, этой лепки, этих картин. Ну, короче, в общем-то, и пофоткать. Не и пофоткать, а пофоткать все. Только за этим вот. А как бы тоже люди так интересно смотрят. А когда кто-то фоткается, прям так смотрят, типа... Бро. Это же воспоминания. А тут красивый свет. Я даже немного стесняюсь снимать, но... Ладно. Сады Версаля – это огромный зеленый театр на 800 гектарах. Здесь все идеально. Подстриженные аллеи, фонтаны, скульптуры, зеркальные каналы. Я прям сюда очень хотела. Я думала, вообще будет входить в стоимость самого посещения замка. В итоге это другой билет. И как бы, естественно, другая территория. По одному билету сюда не пройти. Например, как вот покупаете за 21 евро и проходите, то есть только в замок. А на территорию это уже отдельно, получается, покупать надо билет. Сад очень красивый. Сделаю миллион фоточек. В нескольких видео я ставлю оригинальный звук, чтобы вы могли услышать, какая музыка играет на территории дворца. Отдельно еще, кстати, можно снять машинки для гольфа, чтобы передвигаться по территории. Потому что территория, правда, очень большая. Вот. Сижу такая в образе, смотрим. Эстетика old money присутствует. Если честно, мне проще снимать эстетику, потому что я не знаю, если честно, что здесь рассказывать, показывать. На территорию Версаля мы зашли в 3 часа дня и вышли где-то в 6:30, учитывая тот факт, что мы везде быстро ходили. На второй день первым делом мы поехали в оперу Гарнье. Это было 10 мая, и, как оказалось, был день, когда вход был бесплатный, и были очень огромные очереди. Мы не смогли туда попасть, поэтому на вечер мы купили билеты в саму оперу, на балет. А потом мы пошли в галерею Лафайет. Вот, кстати, я снимаю очередь на стеклянный мост в центре купола, на который нужно зарегистрироваться через QR-код, если вы хотите туда пойти. Через ТикТок я узнала о вот таком здании, торговом центре рядом с Лафайет, Принтемс, не знаю, как он называется. В общем-то, на верхнем этаже, на 7-м, тут аутлет и есть терраса, собственно, на которую мы пришли. Потому что на террасе в Лафайет очень много людей. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Вот, собственно, мы здесь. Вот тут ресторанчик, а вот тут территория с куполом. На Елисейских полях мы пошли на чемодан Луи Виттон и заодно зашли в пару магазинчиков. Наступил вечер, и мы пошли в оперу. Опера очень красивая и эстетичная. В день представлений можно купить недорого билет на оперу или балет. Собственно, как мы и сделали. Опера, на ту, которую мы пошли, длится около 2 часов 20 минут, может даже и больше. У нас еще другие планы. Мы сегодня за этот день столько всего объездили, везде походили, в общем-то, еще хотим и еще. Короче, уходим.
Могу провести маленькую экскурсию. Спускаюсь уже в главный холл. Сейчас как бы все сидят на представлении, но мы, как я говорила ранее, решили уйти. Как тут не фоткаться, очень красиво. Потом мы решили приехать на Эйфелеву башню, чтобы насладиться атмосферой Парижа. Да, я напротив башни, йоу. Людей капец, конечно. Мы бы хотели где-то приземлиться тут. Но тут, блин, столько крыс лазит, это капец. Капец, боюсь. Сейчас куда-нибудь в сумочку вот такую вот залезет, и все. Ощущение, что мы парковались дольше, чем ехали, потому что реально очень мест мало. Ну, как бы, такая не маленькая парковка, и тут не одна парковка, но мест реально нету. Все прям такие воюют за эти места, это так смешно. С Парижа мы ехали где-то около 2 часов, даже, может, чуть больше. Сюда мы решили вообще спонтанно ехать, на самом деле, так как сегодня воскресенье, как бы все магазины закрыты, не настолько много развлечений, когда вот, например, в обычный будний день, когда все работает. Вот. Поэтому мы решили выбраться на природу. Этрита – это город, который находится на берегу Атлантического океана, прямо напротив Великобритании. Мы решили подняться на скалы, посмотреть на красивые виды и сделать там пикник. А еще там очень свежий океанический воздух. Также там можно взять на прокат каяки и сап-доски и поплавать в океане. Подъем в гору был довольно-таки быстрый и несложный. А еще из интересного я удивилась, когда увидела, что там наверху скал есть поля для гольфа. На 4-й день нашего путешествия сначала мы поехали в офисный район Парижа, посмотреть на все эти современные высокие небоскребы. Здесь очень людно, видно сейчас у людей перерыв. Можешь показать, сколько людей? Оператор мама. Это такая смешная. Ну, в общем-то, вот. Сейчас еще покажу, мы идем, увидели там триумфальную арку. Тут вот так миниатюрненько. Так. Смотрим вот. И супчик луковый заказали. Сидим вот тут. Так как я уже была в Лувре, я туда уже больше не пойду, точнее в этот раз. А вообще, у кого есть прописка в Евросоюзе, до 26 лет вход во многие музеи бесплатный. Так что я надеюсь, что я еще туда попаду. Дальше мы поехали на Трокадеро. Эту локацию советуют многие фотографы. Мы поделали там пару фото и поехали на следующую инста-локацию. Эти локации находятся недалеко друг от друга. Последний день Парижа. Первым делом я приехала на Petit Palais или Petit Palais. У меня было много планов, куда пойти. Как бы большую часть я совершила, везде сходила. Это маленький дворец прямо в центре города, недалеко от Елисейских полей. Вход в этот музей бесплатный. В самом музее много картин, скульптур и классического искусства. В саду этого здания есть небольшое кафе. Я туда не смогла зайти, так как там делали ремонт. Также это городской музей, где собраны картины, скульптуры и предметы искусства от античности до конца XIV века. Дальше мы поехали в ресторан французской кухни, который обслуживает посетителей с 1947 года. В ресторане хорошие цены, красивый старинный интерьер и вкусная еда.
Совершенно случайно мы зашли в этот Starbucks. Я его не один раз видела в интернете, как один из красивейших Старбаксов мира. Это был наш последний день в Париже. На этом я заканчиваю свой влог. Всем спасибо за просмотр и надеюсь, вам понравилось это видео.